Приветствую всех любителей рыбалки в Финляндии. Персональный привет рыбакам Юрию и Вадиму, которые сейчас находятся в Норвегии и борются там с огромным лососем. Они прислали видео, из которого понятно, какие безумные эмоции они испытывают в рыбалке. А в Финляндии на календаре вторая половина июня, и сегодняшнее мое видео о рыбалке на судака. Я нахожусь на совершенно новом для себя водоеме, буду искать и пытаться ловить судака с помощью системы LiveScope. И по ходу рыбалки буду рассказывать, что и как. Итак, вперед в лодку. Продолжаю свое видео уже через 10 дней. На этом водоеме отловился я еще 2 раза. Удалось поймать окуня. С помощью системы LiveScope нашел и поймал щуку и судака. И рассказываю все по порядку. Есть. Эх ты, да что ж такое-то, гадкий судак. И первое, что хотелось бы сказать, это то, что рыбалка с помощью системы LiveScope кардинально отличается от стандартной рыбалки. Стандартная рыбалка основывается на наших предположениях и каких-то косвенных признаках. Ну, например, бешено выпрыгивающий малек из воды. Мы предполагаем, что его гоняют щука или окунь, и как можно быстрее забрасываем приманку туда. То есть весь успех рыбалки, он заключается в как можно большем количестве прохода таких мест и как можно большем количестве забросов и еще раз забросов. Но эта рыбалка совершенно не предполагает, что мы что-то понимаем, что происходит, когда рыбалка попала уже под воду. Мы видим все, что над водой, но что происходит под водой, мы совершенно не понимаем. Далеко ли эта приманка упала от хищника, которого мы хотим поймать? Как он реагирует на эту приманку? Вообще, что происходит под водой? И система LiveScope переворачивает рыбалку с ног на голову, я считаю. Мы начинаем видеть, что происходит с приманкой под водой. Мы забрасываем приманку, подводим ее под нос рыбе и смотрим на реакцию рыбы на эту приманку. Вот практически подо мной стоит. Сейчас буду подбрасывать ему приманку. И посмотрю, как это. Вот пошла приманка. Пошла. И вот он. Давай. Оп, есть. Есть. Тоже небольшой. Охо. Где большие судаки, дружище? Где прячутся твои собратья? Где-то. То есть и успех рыбалки в нахождении рыбы. Нахождение рыбы и заброс приманки как можно точнее ей под нос. Сама система LiveScope представляет из себя датчик, который вот крепится на борту лодки. Рукоятка, который сам датчик в воде, рукоятка показывает направление луча, то есть его он узкий, где-то 20, по-моему, градусов, и я поворачиваю ручку и просвечиваю, соответственно, дно. От датчика все это идет вот такому блоку компьютера, и дальше уже выводится на эхолот. Вот я сейчас поворачиваю ручку. И сейчас посмотрю. Вот, кстати, и вот это вот рыба. Наверху есть шкала, которая показывает, как далеко, собственно, объект от лодки. То есть вот здесь можно сказать, ну вот этот вот объект, рыба, на 8 метрах от лодки, вот по этому направлению. И сбоку слева шкала, которая показывает глубину. То есть здесь дно 7 метров. Вот, кстати, прям под лодкой вот какие-то 2 рыбехи. Вот еще какая-то типа стайки. Я думаю, это небольшие, может быть, окушки. Вот буду сейчас ходить уже, наверное, под передним мотором медленно и искать более крупную рыбу. Вот здесь, кстати, по шкале можно примерно увидеть, что насколько большая рыба. То есть здесь шкала показывает одно деление, это метр. Вот приманку я двигаю, и видно на экране, как она скачет. Рядом со мной несколько коробок с приманками.
сжиг головками, чтобы все было под рукой. И желательно иметь несколько спиннингов, то есть на там 2-3 спиннинга это минимум, чтобы на каждом спиннинге были разные приманки, я не знаю, по цвету, по размеру, и можно было сразу же брать и забрасывать рыбе под нос. И вот так вот я ползаю по потенциальному месту. Вот этот эхолот стандартный, показывает он, сколько тут мелкой бели, кормовой рыбы, и под ней есть окуни, возможно, там какие-то мелкие судаки. Кручу постоянно ручкой и смотрю, что показывает в разных сторонах. Вот тоже вот рыба, уже система LiveScope. В этой рыбалке есть свои особенности. Первое, это, наверное, летний период, когда вся рыба ушла от берегов. Второе, это рыбалка по глубинам, потому что с этой системой, ну, смысла нету ползать около тростника и пытаться разглядеть там какую-то щуку. Вот хорошая рыба. Если это не камень какой-то, то можно попробовать и сейчас под нос забросить. Да, это рыба. Так. А это была щука. Чучундра. Давай. Отцеплю тебя. За губу взялась. Все, продолжаю. Где она пошла? Сейчас посмотрю. Так. Вот она пошла. Щукарядзе. Так, и рядом кто-то еще есть. О, еще кто-то. Еще одна щука. Там была маманя с маленьким ребятенком. Вообще мелочара такая красивая. Вблизи большая. Ой. Судак, он лучше показывает этой системой, потому что, вероятно, ну, тело более плотное, что ли, оно отражает лучше. Поэтому даже небольшие судаки размером, там, не знаю, сантиметров 20, система будет показывать. Мелкие. Есть у вас крупные братья здесь? Или только такая мелочь, как ты, дружище? Отпусти приманку. Красавчик. Бултых. Эта система у меня уже 3 сезона, но пользоваться я начал ей только буквально месяц назад. И поэтому, я честно скажу, у меня море эмоций от чего-то нового. И это действительно совершенно новый тип рыбалки. Маленький судачара. Я, кстати, заметил такую особенность, что, опять же, это LiveScope. Все видно. Что когда приманка летит сверху вниз к судаку, то он реально реагирует практически, ну не знаю, там, в 70% случаев. Если же приманку забросить и проводить к нему горизонтально, ну, то есть дальше уже начинается какая-то игра. Он думает, рассматривает, и в итоге может быть небольшая такая поклевка, и все. То есть к чему я это говорю? Что когда идет рыбалка без системы LiveScope, то есть облавливается место, где есть судак, идеально делать не просто по дну проводить 2 оборота там, или 1 оборот катушки, а делать резкий подброс приманки вверх. То есть чтобы в случае, если она попадает на него сверху вниз, то там будет всегда реакция. То есть имеет смысл учитывать это и делать такую проводку. Вот пошла приманка. Пошла. И пошел к ней судак. Вот, есть. Нет, сорвался. Сорвался. Провоцирую. Давай. Нет, этот нельзя уже. Была поклевка аккуратная. Вот этого сейчас попробую взять. А этот подо мной практически стоит. Так. Сейчас тебе подбросим приманку. Туда.
рыбалка пошла. Я опускаю дужку, чтобы прям к нему полетел. Так, давай. Где-то вот здесь это все. Вижу. Оп. Есть. Есть. Чуть-чуть, может быть, побольше. Ну, покажешься. О, хороший судак. Не знаю, можно тебя брать. Если можно, возьму тебя на жареху. Вот такой вот судачок. Да, отцепимся и замеримся. Открой рот. Потому что сегодня, после нескольких дней рыбалки, я возвращаюсь домой. И хочу вернуться с судаком. А вы все такие мелкие. Почему же вы такие мелкие? Мерный судак где-то, наверное, 45. Это есть 45? Так, смотрим. Стой. Подожди. Да, этот 45 есть, дружочек. Даже чуть-чуть побольше. Тебя мы возьмем на жареху. Кому зайдет эта рыбалка? Я думаю, если приезжать на отдых, например, с семьей, мама, дочка и папа, где папа рыбак, все, это идеальный вариант. Вот неделю ползать с этой системой, неспешно искать рыбу, подбрасывать ей под нос приманку, и это просто реально супер рыбалка. Если же приезжают там 3 заряженных рыбака, которые там хотят в одной лодке кидать, нет, это не про это, потому что эта рыбалка все-таки подразумевает, когда один человек сидит перед эхолотом, крутит эту ручку датчика, старается подвести лодку поближе к рыбе, бросить ей приманку, и все это вот неспешное такое ползание в супе, в компоте из рыбы. Собираетесь на рыбалку в Финляндию, обращайтесь, предложим рыболовные коттеджи, привезем лодки в аренду, соберем снасти и другое рыболовное оборудование. А на этом у меня все. Удачной рыбалки. Кстати, я был на озере Руавеси, это регион Тампере, и это действительно классное место, такой огромный рыбный суп. Удачной рыбалки!